Привет, чемпионы! Почти в каждом ролике мы приглашаем вас на наши тренировки. Но наверняка вы не знаете, как они проходят и в чем их уникальность. В этом видео мы расскажем вам все подробно. Когда к нам первый раз приходит спортсмен, неважно какого он уровня, мы всегда узнаем, есть ли у него какие-то проблемы со здоровьем, как он плавает на текущий момент, как он оценивает свою подготовку и какие стоят перед ним задачи. А потом он проплывает свои первые 50 метров, порой даже 2-3 грибков достаточно, чтобы наши тренеры поняли, как с ним продолжить работать. Тренеру, то есть мне, хватит всего одного бассейна, чтобы вычленить основные ошибки. И мой интерес основной заключается в том, чтобы найти такие ошибки, исправив которые легко можно было сделать так, чтобы спортсмен поплыл быстрее. А сейчас нажмите на паузу и подумайте, что бы вы дали нашей спортсменке для того, чтобы она поплыла комфортнее, быстрее и легче. Какие упражнения? Конкретно у этой спортсменки я увидел следующие ошибки. Отсутствие сочетания ног с руками, странный поздний выход на вдох и небольшой косяк со сменой рук. Давай ты мне сначала расскажешь те косяки, из которых ты сама знаешь. Ты сама знаешь, ты сама их контролируешь и осознаешь их в полной мере. Поворот головы, когда я задираю голову, получается, этот косяк, и не расслабляю, когда смотрю вниз. Иногда у меня ноги работают не в такт, не с грибком. Не знаю, что. Все. Для тех, кто не знает, мы школа плавания, находимся в Москве, называемся Silver Swim. Мы тренируем любителей плавания, даем уроки плавания не только для начинающих, но и для профессиональных спортсменов категории мастерс. Начнем мы сейчас с полусцепки. Это когда у нас работает одна рука, крутится корпус и работает одноименная нога. Этим упражнением мы сразу несколько зайцев убьем, запустим ротацию корпуса и напомним мозгу, как правильно сочетать ноги с руками. Первое. Дали базовые упражнения. Если спортсмен пришел в группу, значит нет времени распыляться и давать каждому новичку разные упражнения. Важно расставить акценты. Поэтому мы дали спортсменке полусцепку, где она сможет почувствовать начало грибка плюс удар одноименной ногой. Это нужно для сочетания руки с ногой. Смотри, ты сейчас, когда левой рукой сюда работала, нюанс был. То есть мы с тобой обозначили, что ты начинаешь грибок рукой, потом помогаешь ногой. И отслеживали только сейчас вот это. И при этом всем мы забыли немножко про голову. В момент выхода на вдох задача смотреть в сторону. Сейчас, когда туда поплывешь, я буду идти на уровне твоей головы, чтобы ты глазами фиксировала мои ноги все время. То есть, чтобы ты голову сильно не задирала, стройный поворот головы, сочетание ног с руками. Мы не только совершенствуем технику плавания спортсменов, но еще ставим ее с нуля. А вы знаете, что с чистого листа можно поставить классную технику, чтобы спортсмен быстрее прогрессировал и добивался высоченных результатов буквально через считанные месяцы. В прошлом бассейне мы контролировали сочетание ноги с рукой. Но мы видели, что не все элементы остальные были сделаны корректно и правильно. Мы на это, как тренеры, закрываем глаза попервой, потому что идея в том состоит, чтобы четко отследить качественное выполнение отдельного элемента, одного. Пускай остальные элементы будут сделаны некорректно и неправильно, но если один элемент сделан правильно, он доведен до автоматизма, только потом мы можем добавлять следующую какую-то штуку. И сейчас, в начале этого бассейна, я спортсменке указал еще на вдох, что нужно выходить на вдох только поворотом головы, без подъема. Сейчас она сочетает ноги с руками и следит за головой. Уже два элемента корзинки. После того, как тренер объяснил спортсмену, в чем заключаются ее главные ошибки, дал упражнение, важно, чтобы тренер контролировал процесс выполнения упражнения, давал некоторые замечания, когда спортсмен плывет, потому что не все сразу корректно могут выполнить правильно упражнение. И еще важно тренеру не быть слишком строгим. Важно иногда пошутить. Я слышал, что сейчас Михаил бросил классную шутку. Сколько лампочек на потолке? Это значит, что слишком сильный поворот головы на вдох идет. И спортсмен сразу понял, посмеялся и поплыл правильно.
Также мы часто на тренировках применяем видеосъемку. Даже до обычной видеосъемки на телефон хватит для того, чтобы визуально показать спортсмену, где его ошибка и как ее исправить. Далее мы дали так называемые двойки. Это когда мы делаем 2 крылевых грибка с хорошей сменой рук, чтобы мы в таком изолированном формате, в рамках всего одного грибкового цикла, могли исправить те косяки, которые проявляются в плавании в полной координации. В рамках одной тренировки мы стараемся не перегружать спортсмена упражнениями. 2, максимум 3, с акцентом на что-то одно или 2. Допустим, сочетание рук и ног, допустим, положение тела в воде. По ходу проплывания бассейна я спортсменку остановил раза 3 или 4. И то потому, чтобы напомнить о том, что я говорил ранее. Никаких дополнительных новых водных я не вношу. И последнее упражнение, которое мы сделаем из этого набора, то есть у нас была полусцепка, были двойки, такое логическое продолжение этих полусцепок. И мы сделаем упражнение Супермен, чтобы тебе акцентированно показать, когда ты поздно вдыхаешь и почему ты поздно вдыхаешь. Что мы для этого сделаем? Сейчас берем ту информацию, которую я там рассказал, про то, что ты глазами руку провожаешь на вдох. И мы сейчас разнесем по циклу отдельно вдох, отдельно пронос, все остальное отдельно. В рамках наших тренировок мы не изнуряем спортсменов дикими сериями. Мы понимаем, что работа над техникой всему голова, и за счет длинного скольжения можно обгонять любого. Да, конечно, на персональных тренировках спортсмен получает гораздо больше внимания, чем на групповых, но в долгосрок групповой формат интереснее, потому что там есть здоровая конкуренция, и спортсмены уже все знают свои ошибки, над которыми работают, и тренер достаточно хорошо контролирует и знает своих спортсменов. Ну, вот примерно к этому мы пришли за тренировку. Качественные изменения, думаю, что налицо. Кать, ну ты поняла, над какими ошибками теперь придется трудиться? Да, каждый раз мне нужно вспоминать о том, что нужно опускать голову и дышать, чтобы только рот на поверхности был, не задирать голову, не смотреть на лампочки. Голова должна уходить под воду раньше, чем туда опускается рука. Должны четко работать руки и ноги, чтобы не было дисбаланса. Так, и что? Ну, еще такой маленький момент, да, мне немножко надо шире ставить руки во время грибка. Чемпионы, теперь вы знаете, как проходят тренировки у нас в команде. Поэтому еще раз повторяю, записывайтесь к нам. Все ссылки в описании.